Всем привет, с вами Даша, и это Дневник ароматов. Наконец-то пришло время для летней подборки. Поговорим об отпускных ароматах, которые настраивают на отдых и релакс. И даже если этим летом вы не уезжаете отдыхать на море, эти ароматы поднимут вам настроение и перенесут вас в эту отпускную атмосферу. Ну и в целом с этими ароматами ваше лето будет намного приятнее. Чтобы сделать ваш парфюмерный шопинг более выгодным, не забывайте использовать промокоды. Промокод 10malе дает скидку 10%. В интернет-магазине парфюмерии и косметики rendezvous.ru действует он на заказы от 2500 рублей и суммируется со всеми скидками и акциями. Также используйте промокод на скидку до 7% в интернет-магазине Aroma Boutique. Он действует от любой суммы заказа. Промокоды являются многоразовыми, все подробности в описании к видео. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. И открывает нашу подборку аромат Centenario от Boys 1920. Что мне нравится у этого бренда? У них есть вот такие очень приятные форматы миниатюр 18 мл. Не слишком маленький объем для миниатюры, и в то же время очень удобно его брать с собой. Такой прекрасный вариант для поездок, для отпуска. Ну и просто бросить в сумочку очень удобно. Эстетика флаконов у них тоже прекрасная. Ну и аромат — это для меня олицетворение, конечно же, отдыха на море. Это аромат для любителей кокоса. Здесь очень красивая кокосовая лактонность в сочетании с воздушной пудровой ванилью. И, кстати, вообще пудровости в этом аромате очень много. Здесь есть и косметическая пудровость, как будто бы, и пудровость, которую нам дает ирис. И как будто бы это облачко ванильной пудры. Очень комфортная сладость в сочетании с молочностью, подслащенное ванилью кокосовое молоко, пудровая дымка и очень красивая теплая нежная древесность. Здесь в базе совершенно роскошный сандал, который опять же усиливает лактонность в звучании. Здесь он максимально сливочный, уютный. Этот аромат не уходит в историю про баунти, но он напоминает для меня пейзажи с вот этих райских островов из рекламы баунти. Такая утонченная уходовость здесь присутствует. Но при этом он не уходит в аромат санскрина, масла для загара, потому что он достаточно такой сухой. Он сухой, он пудровый, он очень нежный, но при этом в нем есть вот такая вот манящая сливочность. Аромат стойкий, шлейфовый, поднимающий настроение, женственный. Прекрасная отпускная история, прекрасная история на теплые летние деньки в городе. Будет вас сопровождать большую часть дня и радовать своим присутствием. Следующий аромат — это моя огромная любовь. Carnal Cacao от Maison Tayte. Аромат отпуска на Бали. Аромат, который переносит нас на уютную террасу на балийской вилле. Здесь у нас благоухание пышных белых цветов. Просто идеальное для меня сочетание нероли и туберозы. Приятная цитрусовая кислинка и сочность, за счет чего в аромате есть свежесть, есть воздух. И теплая пряность, которую добавляет нота какао. Какао здесь не так уж и много. Для меня здесь больше белоцветочности. И ощущение влажного воздуха, который пропитался благоуханием вот этих вот белых цветов, напитался влагой, и вы сидите на террасе, в руках у вас кружка теплого какао с молоком. Атмосфера расслабленности и релакса передана просто идеально в этом аромате. Я здесь ощущаю помимо какао еще и легкую зефирность. Как будто бы в это какао еще и добавили маршмеллоу. И это очень атмосферная летняя история. Аромат, от которого вы не будете уставать, сладость здесь умеренная. Бренд, кстати, радует своим адекватным ценником, но и звучание просто 10 из 10. Обязательно присмотритесь. Следующий аромат — это Чериоса 71 от Соль де Жанейро. Это парфюмированный мист, но, кстати, для миста стойкость у него неплохая. Часа 4 он на моей коже уверенно выдерживает. И это прекрасная гурманская история на лето. Здесь уже гурманика такая очевидная, яркая, но это просто потрясающе вкусно. Здесь у нас лидирует нота ореха макадамия, и это, пожалуй,
самое лучшее парфюмерное исполнение этой ноты. В принципе, эта нота достаточно редко встречается в парфюмах, и вот здесь она передана очень натуралистично, очень ярко. И вот эта вот насыщенная ореховость сопровождается красивой сливочностью. Ощущение, что эти ароматные орешки полили топленым белым шоколадом, теплой карамелью, и все это в обрамлении такой, опять же, нежной пудровой ванили. Также здесь присутствует легкая солоноватость. И вот эта нота морской соли, она нивелирует сладость в аромате, за счет чего аромат не скатывается в приторность, и в итоге получилась такая очень носибельная, хоть и довольно сладкая гурманская композиция. Я очень люблю сочетание сладости и солоноватости в ароматах. И здесь очень красивое сочетание соли с карамелью и орехами. То есть это у нас такая тягучая, теплая, соленая карамель, плавящийся на солнце белый шоколад и орешки макадамия, которые утопают во всем этом блаженстве. Для любителей не банальной ореховой гурманики однозначно рекомендую к знакомству. Если в целом вам заходит такой формат парфюмерных мистов на лето, в целом обязательно присмотритесь к этому бренду. Следующий аромат я очень хочу офлаконить. Я считаю, что это идеальная древесная композиция на лето. И это Sensuality от Пьера Гийома. Фирменная миниатюра уже у меня заканчивается, так что пора думать о флаконе. Как же это красиво! И как часто у меня к этому аромату тянется рука. Вот даже просто с миниатюрки его послушать, постоянно к нему подхожу в жару. Он, с одной стороны, очень древесный. Здесь много сандала. Сандал лактонный, сандал со сливочными оттенками. Но при этом в аромате очень приятная освежающая влажность присутствует. Он дает ощущение чистой кожи, которая впитала в себя морскую соль. Умеренная солоноватость есть. При этом сочность цитрусов, за счет чего, опять же, здесь много свежести. Солоноватая древесина, впитавшая морскую соль. И мягкая шелковистая кожа, впитавшая тоже вот эту вот морскую соль. Восхитительное сочетание цитрусов и сандала. При этом некоторая уходовость здесь тоже присутствует за счет лактонности в звучании. Но уходовость это полупрозрачная. Это не плотная кремовость, а такой легкий уход, нанесенный на соленую чистую кожу. Это влажные деревяшки, это брызги цитрусов. Он освежает, он поднимает настроение, такой парфюмерный антидепрессант. Он очень нежный, он очень мягкий, очень комфортный. Он сидит как вторая кожа, то есть с одной стороны он является как будто бы продолжением вас. В то же время у него достаточно яркий шлейф. И если в целом многие ароматы Пьера Гийома не славятся ярким шлейфом и сидят в основном близко к коже, то этот аромат, он ощущается. Он действительно оставляет такой заметный, приятный шлейф, но звучит при этом утонченно. Аромат, который я посоветую на лето, на любой случай, на любой повод. Обожаю, очень хочу флакон. И завершает нашу подборку еще один претендент на полноразмерный флакон. Это Dolce Far Niente от Сиу. И опять же, это лето во флаконе, это райские острова во флаконе. Это олицетворение расслабленного отдыха на море. Как он мне нравится. Здесь очень красивая насыщенная белоцветочность. Собственно, все, как я люблю. Тубероза, флёр-д'оранж. При этом здесь ощущается вот это вот солоноватый морской воздух. Ощущение морского бриза где-то рядом. Много кокосового молока. Много сливочности. Это бесконечные пляжи, это кокосовое молоко, это уходовые средства, это крем для загара. Здесь вот эта косметичность тоже есть, и она уже более густая, более плотная. Этот аромат однозначно создает отпускное настроение, даже если до отпуска вам далеко или он в ближайшее время не случится. Этот аромат перенесет вас мгновенно на эти райские острова. Расслабленность, релакс. Жизнь в самых ярких красках, при этом нежность, лактонность и запах морской соли, запах соленых деревяшек, благоухающих пышных белых цветов. Вот все это вы найдете здесь. Мне очень нравятся флаконы у Сиу. Хочу себе в коллекцию как минимум 2, и этот красавчик один из них.
Стойкость и шлейф здесь, кстати, тоже достойные. Пишите в комментариях, какие у вас любимые ароматы на лето, какие ароматы вы с собой планируете взять в отпуск. Также пишите, что думаете об ароматах из сегодняшней подборки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также смотрите мои предыдущие видео о различных интересных парфюмах. Не забывайте использовать мои промокоды, мне будет очень приятно. Всем спасибо, кто был со мной. С вами была Даша. Всем пока.